Привет, с вами Кинорассказ. Сегодня мы посмотрим фильм «Люси». История начинается с того, как друг девушки, Ричард, предлагает ей зайти в здание и отдать кейс одному человеку. Девушка отказывается, но Ричард цепляет кейс к руке Люси, и она вынуждена идти в отель. Девушка заходит в здание, подходит к стойке регистрации и говорит, что ей нужно передать кейс некоему мистеру Чану. Парень на стойке регистрации набирает номер, после чего передает слова мистера Чана Люси и советует стоять на месте. Стойте, где стоите. Через минуту вниз спускаются люди в костюмах, убивают Ричарда и хватают девушку. Они заводят ее в номер, где Люси видит тела убитых и ее тошнит. В комнату заходит сам мистер Чан, он смывает с рук кровь. Девушка плачет и просит не отрубать ей руку с кейсом, а только разорвать цепочку. Ее сажают в кресло, и мистер Чан звонит переводчику. Люси просит передать Чану, что она вообще здесь ни при чем и совершенно не знает, что находится в кейсе. Мужчина пишет код на листке и отдает его Люси, сам же прячется в другой комнате. Девушка открывает кейс и видит 4 пакетика с синим наполнением. В комнату заводят парня, наркомана, и дают ему вдохнуть содержимое. Спустя несколько секунд парень начинает сходить с ума, и его убивает мистер Чан. Затем он наклоняется к девушке и предлагает работу. Люси отказывается, и ее ударяют по лицу. 1%. В университете профессор Норман рассказывает студентам про мозг и его развитие. Он говорит, что человек использует всего лишь 10% всего потенциала мозга, а животные – 5%. Норман говорит, что только дельфин использует возможности мозга на 20%. Лси открывает глаза, а она видит, что ей сделали какую-то операцию, ей вшили что-то в живот. В комнату заходят парни и ведут девушку к мистеру Чану. Один из людей Чана говорит Люси, что ей вшили в живот новый наркотик CPH4. В комнату заводят еще 3 людей, им раздают паспорта и билеты. По прибытию в страны, их должны встретить люди мистера Чана и извлекут товар, после чего им будет дарована свобода. Профессор говорит, что главной задачей клетки является выигрыш времени 2 способами – размножение или бессмертие. Люси очнулась в каком-то подвале, 2 парней начинают трогать девушку, но она отказывает им, за что получает несколько ударов в живот. Эти удары рвут мешок с наркотиком внутри Люси, и он начинает проникать в ее кровь. Мозг начинает активно работать и быстро развиваться. В это время с девушкой происходят странные вещи, и она врезается в стену. Норман говорит, что было бы с человеком, развив свой мозг до 20%. Человек полностью будет контролировать свое тело, а на 40% будет контроль над другими, а дальше уже контроль материи. Один студент спрашивает Нормана, что будет, если развить свой мозг на 100%. Профессор отвечает, что даже представить этого не может. Тем временем к Люси заходит парень, а она соблазняет его, а затем убивает. Выйдя из комнаты, девушка расправляется с другими, затем быстро ест, параллельно вытаскивая пулю из плеча, и садится в такси. Люси понимает, что теперь она может слышать людей, которые находятся от нее очень далеко, а также понимать другой язык и видеть то, чего не способен видеть глаз обычного человека. Девушка отправляется в больницу. Она убивает пациента, которому делали операцию, объясняя это тем, что он все равно не выжил бы. Люси просит врача извлечь из нее наркотик. В это же время, пока доктор работает, Люси набирает своей маме и говорит, что она все чувствует – воздух, космос, даже вкус материнского молока. Врач рассказывает Люси про этот наркотик, он говорит девушке, что подобное вещество выделяется в беременной женщине для развития плода. Люси понимает, что у нее остается мало времени, когда организм полностью усвоит наркотик, а она умрет. Девушка отправляется в отель, где убивает людей мистера Чана, а ему протыкает руки и проникает в его разум, чтобы узнать информацию по остальным курьерам. Закончив с мистером Чаном, она отправляется к подруге, чтобы воспользоваться ее ноутбуком, и вычитывает информацию по профессору Норману. Люси звонит ему и объясняет, что ее мозг развился на 28%. Она говорит, на что способна, но сначала профессор не верит девушке, поэтому Люси демонстрирует ему свои способности для доказательства.
Девушка спрашивает, как быть ей со всеми этими знаниями. Норман советует Люси передать их людям. Девушка, закончив разговор, советует подруге поменять образ жизни, а затем отправляется в аэропорт. По дороге она звонит полицейскому Пьеру Дель Рио и говорит ему, где найти остальных курьеров. В самолете девушка начинает буквально рассыпаться, но успевает принять еще наркотики. 50%. Люси приходит в себя в больнице. К ней приходит Пьер, девушка спрашивает, достал ли он остальные пакеты. Пьер пугается Люси, и она демонстрирует ему свои способности. Они направляются в больницу, но не успевают. Одного курьера уже прооперировали люди мистера Чана. Люси забирает пакеты, развив свой мозг на 60%. Вместе с Пьером они едут к профессору. Девушка объясняет ученым, что единственной единицей измерения является время. В этот момент к зданию прибывает мистер Чан и его люди. Они пытаются добраться до девушки. Тем временем ученые вводят Люси весь наркотик, чтобы она развила мозг на 100%. Девушка создает мощный компьютер и отправляется в разные моменты времени. Она видит зарождение жизни и касается первой обезьяны, которую потом назовут Люси. Развив мозг на 100%, девушка исчезает в тот самый момент, когда в нее несколько раз стреляет мистер Чан. В комнату врывается Пьер и убивает его. Из компьютера появляется флешка со всей информацией. Пьер спрашивает, где Люси, и получает ответ на мобильный «Я повсюду». Напишите в комментариях, на какой еще фильм сделать пересказ, а также буду рад вашему царскому лайку и подписке.